Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. В этом видео мы поговорим, как добиваться результата в трейдинге. Проще говоря, как стать стабильно зарабатывающим трейдером. Я вам покажу статистику прошлой недели. Это была одна из самых-самых сложных для меня недель. Сейчас мы глубоко копнем и поговорим, как одна неделя у трейдера, который не следует правилам, может убить все его усилия, которые он прилагал к достижению профитов за месяц. И вот такие недели, когда рынки стоят, когда рынки не двигаются, либо когда твои сигналы не работают так эффективно, как они работали до этого, и если ты не получаешь там профит в течение 1, 2, 3 дней, то это заставляет тебя задуматься о том, что, возможно, что-то идет не так. И вот это та самая точка, когда трейдер снова встает на путь бессистемного и убыточного. Почему? Потому что каждый месяц, как минимум, в каждом месяце одна неделя, когда рынки либо стоят, либо сигналы работают совершенно не так, как ты ждешь. И что нужно делать в этой ситуации, что я делаю, что помогает мне держаться на плаву, потому что за ту неделю я сделал всего лишь $300, несмотря на то, что за последние 7 недель у меня не было ни одной убыточной недели и получилось около $7000 профита. Но та неделя получилась самой-самой-самой сложной. И если меня вернуть на 8 лет назад, то, скорее всего, я бы слился на этой неделе, пытаясь форсировать события, либо торопить рынок, либо находить сигнал там, где их просто-напросто нет. Поэтому давайте сейчас остановимся на том, что реально решает в трейдинге. Я хочу, чтобы вы научились мыслить в следующем формате. Моя стратегия или моя система, да, или система для какого рынка? То есть для какого рынка моя стратегия, либо система? Для трендового или для флетового? Потому что либо рынки идут вверх, либо вниз, либо никуда, то есть в бок. Еще раз. Моя стратегия для какого рынка? Если, допустим, у вас неудачная неделя, либо вы получили серию лоссов, задайтесь этим вопросом. Моя стратегия для какого рынка и в каком рынке я торговал? Вы торговали трендовую стратегию, и на неделе, где у вас что-то не шло, просто был флэт. Да, смотрите, вот здесь очень важный момент. Все сигналы, которые были трендовые, то есть трендовые сигналы закрывались в минусе. Трендовые сигналы были преимущественно убытки. Сигналы во флете профиты. И вот это очень важный момент диверсификации. Когда, допустим, рынки находятся в консолидациях, и если у тебя только трендовая стратегия, то ты либо вообще не торгуешь, либо продолжаешь терпеть убытки, но сгладить вот этот убыточный ритм, да, вот эту убыточную кривую ты можешь за счет дополнительных сигналов, которые как раз работают во флете, где не работают трендовые сигналы. И вот что произошло на той неделе у меня, за счет того, что я получал профиты по сигналам, которые хорошо работают во флете, мне удалось закрыть практически все убыточные сделки и все-таки вывести неделю в плюс. Вот здесь посмотрите, пробой уровня, коррекция, да, это фунт-доллар, давайте сделаю поближе. Пробили, да, коррекция, да, мы видим здесь белые, затем черный барсел, топчется, и по трейдингу я выхожу здесь минус 11. Дальше было продолжение? Абсолютно нет, рынки зависли, идем дальше. Следующий день, 31 марта. 31 марта, вот здесь то же самое, один в один трейд, который у меня был 30-го, пробой уровня, коррекция, мы видим первый белый бар, нажимаю buy, take profit 28 пунктов по первой позиции, по второй по трейдингу по нуля. Да, абсолютно никаких сумасшедших движений, что позволило только закрыть те лоссы, да, которые были до этого. И здесь я почему-то не записал. Почему я здесь не записал? Давайте посмотрим, сколько здесь получилось. 23 пункта лосс. Да, затем следующая сделка, видим пробой уровня, коррекция, белый бар. То есть то, что работало супер на прошлой неделе или позапрошлой неделе, или вообще в течение последнего месяца, когда мы делали колоссальные профиты, совершенно не работало на этой неделе. И вот здесь очень, коллеги, важный момент. Если трейдер начинает дергаться, начинает что-то менять, вы краткосрочно хотите уйти от боли, которую приносят эти лоссы, но эта боль в итоге обернется долгосрочной. Почему? Потому что вы опять вернетесь на то же самое место, к
бессистемному трейдеру следующий день, 2 апреля, пробой уровня, коррекция, то есть мы видим, рынок стал восстанавливаться и вход на черном баре. И вот здесь давайте немножко остановимся, потому что все, что мы делаем с трейдерами, это отслеживаем, да, если торгуем, да, если по тренду. Если торгуем по тренду, то наша основная цель это поймать, то есть цель, если торгуем по тренду, то цель поймать точку кульминации коррекции по этому тренду. То есть пробили уровень, мы видим, рынок стал восстанавливаться, где точка кульминации коррекции. И если пробили вниз, давайте зафиксируем этот момент, если пробой вниз, то точка кульминации коррекции черный бар после белых. Черный бар, либо черная свеча после белых. Вот здесь пробили вниз, да. Затем видим бары белые, да. Первый черный бар после белых здесь. Точка кульминации коррекции в направлении импульса. То же самое наоборот, если вверх, вот мы видели с вами за 1 число сделок. И фишка в том, что это трендовый сигнал. Это трендовый сигнал. И он приносит самые-самые стабильные, самые большие профиты. Но что делать, если рынок бестрендовый или мы не видим больших движений? Вот посмотрите, первые таргеты были достигнуты здесь. И вот на предыдущем да, скриншоте достигли первого таргета, бум, обратно. То есть посмотрите, как рынок после попытки пробоя, коррекции дальше не двигался так, как он обычно двигается. Но еще раз, рынки в трендовом состоянии находятся до 20-30% времени в таком сильном тренде. И вот это то лакомое место, когда мы делаем основные деньги. И когда нет этих движений, все, что мы делаем и на чем акцентируем внимание, это на флетовых сигналах, то есть сигналы, которые работают во флете. И, конечно, сокращение риска, сейчас мы к этому тоже перейдем. Дальше следующий трейд, 2 апреля мы видим стрелочный. Мы видим здесь паттерн, вершину, затем мы пробили минимум паттерна, sell, да, мы тоже видим, рынок дернулся в нашу сторону, немного не дошел до цели, развернулся и по микролоссу я вышел минус 3 пункта, затем была аналогичная позиция здесь, стрелочная, разворотное дно, пробой максимума, рынок дернулся, тоже не дошел немного, да, и начал флетить и так далее. Посмотрите, какой слабый рынок. И вот здесь очень важно трейдеру не сломаться. Итого, что у нас получилось по британцу, минус 12 пунктов. И средний объем был 0,3 лота. Итого $36 всего лишь лосс за неделю по этому инструменту. Идем дальше. Нефть WTI. Теперь здесь очень похожая ситуация. То же самое. Пробой уровня, коррекция. Здесь sell. Бум, обратно. Лосс. Минус 17. Следующий день, посмотрите сюда. То же самое. Пробили, коррекция. Мы видим вход на sell, на продолжение движения. Продолжения нет. Минус 17. Флэт. Затем снова перезаходим. Да, плюс 21. И снова такой жуткий, да, и продолжительный флэт. 1 апреля. Да, это единственный день, когда был только сигнал на ложный пробой, стрелочный, вершина, пробой минимума, sell. Да, здесь получилось плюс 23 и плюс 6 пунктов. Идем дальше, следующий день, минус 13, вот здесь тоже sell, да, пробой уровня, коррекция, да, итого получилось минус $50, да, суммарно со всеми комиссиями минус $100 по WTI, да, и по британцу имеется в виду вместе. Но обратите внимание, за счет чего мы не проседаем глубоко, за счет двух основных факторов. Первый фактор – это диверсификация. Я уже об этом говорил. Диверсификация – это первый фактор. Да, то есть мы распределяем таким образом свои сигналы, что не только принимаем все сигналы по тренду, да, но принимаем и сигналы во флете. То есть не тупо один сигнал торгуем. То есть, проще говоря, мы торгуем разные сигналы и для флета, и для трендового рынка. И тем самым мы сглаживаем, да, вот эти моменты. То есть мы снижаем риски, потому что если ты торгуешь только трендовые сигналы во флете, то ты можешь существенно просесть. И второе – это динамичный риск-менеджмент. Динамичный
Динамичный риск-менеджмент. Проще говоря, цена идет в сторону, то есть в скобках в плюс, стоп двигается. То есть как только ты входишь в сделку, начинается трейлинг стоп, да? Если, конечно, цена сразу идет в твою сторону, в результате ты сокращаешь риски на случай, если рынок развернется. Вот и все. За счет этого, когда у тебя неудачная неделя, ты не получаешь много лоссов, да, не получаешь много объема, да, в плане объема убытка. Никаких секретов в трейдинге нет того, чего кто-то там знает, а вы не знаете. И разница между убыточным и зарабатывающим трейдером в чуть большем терпении. И я своим трейдерам всегда говорю, что если вы хотите добиться результата, вам нужен ПУ, иначе говоря, прецедент успеха, пройти через сложный момент и продолжать следовать правилам, а не то, что ты прошел через сложный момент путем того, что рисковал. Ой, я вышел из просадки, потому что я нашел этот сигнал, я вошел в эту сделку и все. То есть такая случайная, да, ситуация. То есть вы реально осознанно приняли убытки и прошли через них, также следуя правилам, которые у вас были, когда у вас была неудачная неделя. Вот тогда наступают радикальные изменения. И если за ту неделю я сделал $300, то за первый день этой недели я сделал 400 с лишним долларов. Да, потому что рынки были благоприятны, потому что вернулась волатильность. Но я не делал ничего того, что отличало бы мои действия от прошлой недели или позапрошлой недели. Вот это и есть постоянство. Да? У вас не будет так, что ты каждую неделю там делаешь одинаковый профит. Будут недели, когда ничего не получается. Даже при нормальных сигналах, паттернах и так далее. Но если ты начинаешь задумываться о смене чего-то, то ты убиваешь все свои усилия, направленные на систематизацию своей торговли. Важнейший момент. И заключительный инструмент, который помог мне все-таки сделать деньги на прошлой неделе, это евро-доллар. Первая сделка. Здесь мы видим стрелочный, мы видим вершину, цена пробила минимум паттерна, sell, рынок дернулся в мою сторону, но дальше дело не пошло, мы видим минус 2, плюс 2 пункта, тоже flat, ничего, там была буквально парочка таких движений больших, где удалось поймать профит. Затем мы видим вот здесь стрелочный, вершина, пробой low, sell, плюс 10 и плюс 6 по трейлингу. И вот этот трейд, наверное, это тот трейд, который мне 50% профита сделал за прошлую неделю. Да? Это сделка, когда мы торгуем в условиях флета, консолидации, неопределенности. Первое, мы здесь видим стрелочный. Вот так раз. Мы видим слабое дно 2, SD. Автоматика нам рисует. Мы видим пробой паттерна. Точнее, максимум паттерна 3, видим или нет, да, 3 условия. То есть мы можем 3 линии вертикальных поставить, и каждый трейдер, который смотрит на этот график, согласится, что здесь есть стрелочный, есть SD, да, и есть пробой максимум паттерн. Да или нет, да, абсолютно пробили. Тут же long, да, мы видим здесь плюс 12, плюс 25 пунктов, да, причем здесь я выходил по фиксированному take profit, да, потому что уже было поздно. И я поставил take profit напротив предыдущего уровня, да, и они были задеты. Да. Классическая комбинация, когда мы торгуем во флете, представляете, это единственное такое движение, где мы прошли там 26, 27, 25 пунктов. Дальше идем в следующий день. Здесь казалось бы, что сильный моментум, все назревает. Но еще раз, я не беру вот эти движения, потому что они до моей сессии. Я беру только сессию с 4 до 8 вечера Москвы. Здесь мы видим стрелочный, сложно слабая вершина, пробой минимум паттерна, и еще здесь черный бар sell. Первый take profit 14, второй плюс 9. Затем здесь мы видим с вами ротацию бара, причем такой не идеальный, далеко не идеальный паттерн, стрелочный, разворотная вершина, пробой low, причем здесь даже его автоматика не видит. Такой немного безобразный, да, паттерн. Пробили low, sell, и за счет трейдинга удалось сократить риски минус 7, минус 7. То есть вместо того, чтобы получить, где-то мои стоп-лоссы были здесь, да, вместо того, чтобы получить еще дополнительно 7 пунктов лосса, да, этого было бы 14, за счет трейдинга они сократились. 3 числа у меня была еще одна сделка, это стрелочный, дно, пробой максимум дна. И если бы не эти паттерны, наверное, я бы просел на прошлой неделе, да, и
за счет, да, опять же таки, паттернов консолидации, потому что трендов практически не было, да, мне удалось выйти в плюс 410 долларов, 82 пункта, 820, средний объем был 0,5 лот, да, и суммарно получилось здесь 410, там мы насчитали минус 100, итого около 300 долларов профита. Да, получилось за прошлую неделю. Суммарно это 7-я прибыльная неделя подряд, да, самый низкий был профит 300 долларов, самый большой профит был 2300, если я не ошибаюсь. И за эти 7 недель получилось почти 7000 долларов, включая как раз сегодняшний день, потому что сегодня получилось 400 с чем-то по итогам дня. Давайте, кстати, посмотрим на сегодняшние сделки, которые мы открывали как с трейдерами в чате, да, так и я самостоятельно торговал. Давайте посмотрим. Первая сделка по евро, вот здесь sell, пробили уровень, коррекция, черный бар sell, видим плюс 9, плюс 5 пунктов, затем пробой уровня, коррекция, уже белый бар buy и по трейлингу по нулям. Затем здесь мы видим стрелочный дно, пробой максимум дна, покупка, бум, сразу рынок дернулся вниз, минус 10, минус 10. Затем мы здесь видим вершина, тест уровня, пробой минимум паттерна, sell. Здесь мы видим take profit плюс 10 и здесь плюс 3 по трейдингу, вторая часть. Ну и естественно больше ничего. Следующий инструмент, конечно, надо отметить индекс NASDAQ. Просто чудовищно прошелся сегодня. Мы с трейдерами под самое закрытие вошли в сделку по ротации бар. Да. Давайте вот сюда. Опять же таки, посмотрите, я не делаю ничего отличного от того, что я делал на прошлой неделе. Вот здесь мы видим чудовищный просто профит. Пробили уровень, затем мы видим коррекцию, белый бар, первый take profit и по самое не хочу практически второй трейлинг. Причем мы видим здесь стрелочный, слабая вершина, бум, разворот, потом мы видим стрелочный, сложное слабое дно, пробили максимум и рынок как пушка. И, кстати, потом что творилось по сигналам трендовым. Да, вот здесь пробой уровня, коррекция, белый бар лонг, бум, сумасшедший моментом. То есть, опять же таки, как только рынок начнет трендить, да, можно так сказать, и как только начнутся волатильные кондиции, все, ты сразу начинаешь делать профиты. Но если ты очкуешь, да, проще говоря, ломаешься в моменты, когда что-то идет, как ты будешь готов к тому, чтобы поймать сразу такие профиты? Ты не будешь готов, потому что у тебя уже будут другие мысли, ты будешь смотреть на совершенно другие вещи, либо вовсе испугаешься принять, потому что этот трейд на той неделе или этот сигнал приносил какие-то лоссы. Это главный момент, который отличает убыточного от прибыльного трейдера. Поэтому вам нужно торговать не свою статистику. Да, статистику нужно смотреть, там совершил 300-400 сделок, посмотрел. Но если ты каждый день будешь или каждую неделю там обращать внимание, то, естественно, ты будешь так или иначе эмоционально привязан к этому. Да, еще раз, это важно, это результат твоей работы, но ты не можешь гарантировать каждую неделю профит, который был на прошлой неделе, либо какой-то конкретный показатель. Это просто невозможно. Настойчиво соблюдать правила и проходить по этим же правилам через сложный момент, и тогда перещелкивает вообще радикально трейдеры. Еще раз, у нас есть трейдеры, которые торгуют 2-3 месяца, и у некоторых уже перещелкнуло. Вот она ключевая разница. Давайте дальше смотреть. Чудовищный трейд получилось здесь, если не ошибаюсь, сколько у меня здесь получилось. Здесь получилось 60 пунктов с копейками, по первой части получилось 30 с копейками пунктов. Дальше идем. Что еще сегодня было? WTI. Представляете, какой сегодня был момент? Ну, не сказать, что он был сумасшедший, да, я совру, если скажу, что он был сумасшедший, но тем не менее, стрелочный. Вот здесь стрелочный, вершина, пробой минимума, бум, обвалились мы на 50 пунктов, да, 47 плюс 40. Затем тут же следующий сигнал, пробой уровня, коррекция, ротация пара, первый take profit 25. Посмотрите, как за какой короткий промежуток мы взяли, да, 47 плюс 40 плюс 25 пунктов. Объем, кстати, какой небольшой, да, 168 долларов. Если мы торгуем объемом в 1 лот, это 1120 долларов. Еще раз, я могу легко увеличить объемы. И тогда просто просадки или объем убытков, когда вот как раз что-то не получается, будет больше. То есть никаких проблем нет. Идем дальше. Следующий, потому что вы очень часто меня спрашиваете, да, почему раз прибыльно, может быть комфортно прибыльно, а может быть каждый раз ты дергаешься, да, когда что-то не получается, именно финансовый, да, момент.
может нагружать тебя очень сильно, поэтому зачем сильно проседать? Сегодняшняя сделка по фунту, пробой, коррекция, то же самое, ротация бара sell, 15,4, да, плюс 60 баксов, это был единственный трейд по фунту, хотя под самый вечер был еще один сигнал, вот здесь мы пробили минимум паттерна sell, но это было чуточку позже, я уже не следил за рынком, да, здесь мы смело дошли до первой цели, потом рынок ушел в консолидацию, хотя мы видим потом под вечер тоже пробой уровней, коррекция, черный бар sell и обвалились, да, то есть сигналы даже ночью мы видим формируются, и в итоге за сегодняшний день, за 6 апреля у меня получилось чуть больше 400 баксов, торгую абсолютно те же самые сигналы. Те же самые паттерны, те же самые комбинации. И вот это и есть, коллеги, модель мышления зарабатывающего трейдера. Ее невозможно сформировать сразу. Вот ты сел и начал торговать, и стало получаться. Ты должен быть готов к тому, чтобы пройти через ситуации, когда ни хрена не получается. И вот тогда, еще раз подчеркну, начинаются радикальные изменения. Если вы к ним готовы, то добро пожаловать в наше профессиональное сообщество. Ссылка на торговую систему Cluster Trader и доступ в чат под этим видео. Всего доброго и до встречи на онлайн торговле.